Огненный матч Реала и Барселоны. Ньюкасл ищет замену Тонали. Кьеза может перейти в АПЛ. Огромные долги МЮ. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом выпуске. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Ньюкасл опубликовал заявление о будущем полузащитника Сандро Тонали. Клуб подтвердил, что дисквалификация игрока вступила в силу. ФИФА распространила ее на весь мир. Срок дисквалификации Тонали истекает 27 августа 2024 года. Он пропустит чемпионат Европы. В матче 11-го тура чемпионата Испании Реал одержал победу над Барселоной. Эль Классико в Каталонии завершилась со счетом 2-1 в пользу мадридской команды. На 6-й минуте Илкай Гюндоган вывел каталонцев вперед. Отыгрались мадридцы на 68-й минуте, когда пушечный удар из-за пределов штрафной нанес Джуд Беллингем. Уже в компенсированное время Джуд забил второй мяч, ставший победным. Благодаря этой победе Реал с 28 очками поднялся на первое место в таблице Ла Лиги. Столько же очков у Жироны. Барселона, потерпевшая первое поражение в сезоне, располагается на третьей строчке с 24 очками. По данным Tuttosport, аргентинец Родриго де Пауль является целью номер один для Ювентуса на трансферном рынке в январское окно. Однако не стоит забывать о Самарджиче, который, как ожидается, с большей вероятностью будет приобретен в конце сезона, когда будет известно будущее Удинезе. Хави высказался после проигранного Эль Классико. На мой взгляд, мы доминировали на протяжении 60 минут, но таков футбол. Нашей команде нужно 5 или 6 моментов, чтобы забить гол, а Реалу хватило 3 шансов, чтобы забить 2 мяча. Поэтому нам не хватило эффективности. Если честно, если кто и должен был выиграть этот матч, то это мы. Функция Гави в обороне заключалась в том, чтобы отбирать мячи. По нашим воротам не так часто били. Беллингем воспользовался 2 ситуациями. Считаю, что наша команда провела хорошую игру. Было ощущение, что Реал доволен ничейным результатом. Когда казалось, что к такому итогу все и идет, произошел этот неудачный момент с голом. Очень плохой результат, но мы сделали шаг вперед в игре. Руководство Ньюкасла рассматривает возможность осуществить трансфер полузащитника саудовского Аль-Хиляля Рубена Невиша для того, чтобы заменить дисквалифицированного из-за игры на ставках Сандро Тонали. Об этом сообщает АС. По информации источника, этот переход может быть осуществлен беспрепятственно, поскольку владельцем английской команды является Саудовский государственный инвестиционный фонд. Минувшим летом уже появлялись слухи о том, что главный тренер Сорок Эдди Хау заинтересован в приобретении Невиша. Карло Анчелотти прокомментировал победу над Барселоной. Ключевым моментом в игре была разница в отношении к делу в первом и втором таймах. В первом тайме мы были медленными, вялыми и не очень агрессивными. Во втором все было наоборот. Да, мы удивлены игрой Беллингема, особенно в плане эффективности. С точки зрения статистики, это 3 очка на очень сложном поле. Барса по-прежнему великая команда. Нападающий Ювентуса Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calcio Mercato. По сведениям источника, на 26-летнего итальянца претендуют Ньюкасл и Тоттенхэм. Клубы следят за игроком, у которого истекает контракт в 2025 году. Долги Манчестер Юнайтед превысили $1 миллиард. Эта сумма складывается из общей задолженности, возобновляемой кредитной линии и невыплаченных трансферных платежей. При сохранении валового долга на уровне 507,3 миллионов фунтов МЮ дополнительно занял 160 миллионов стерлингов
по возобновляемой кредитной линии, в результате чего общий долг достиг 773 миллионов фунтов. Задолженность по трансферным платежам составляет 317,8 миллионов.